Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Нередко встречаются ситуации, когда есть изделие, которое идеально на вас сидит, и хочется сшить такой же с точностью до сантиметра. Но получить точное лекало, если изделие имеет выточки, не так-то просто. Мы не получим желаемую выкройку, просто приложив изделие на бумагу и обведя контур. Но есть вариант, который сделает это возможным. В этом видео я покажу вам, как скопировать изделие с выточками и при необходимости его улучшить. Приступим! Я взяла за правило: повседневная одежда, которую я ношу не чаще раза в год, идет в расход. Это платье как раз из таких. Напоследок оно послужит образцом. На этом платье мне нужно отметить некоторые линии, по которым я буду ориентироваться. Вам понадобится помощник, иначе изделие деформируется, когда будете крутиться, отмечать. Итак, начнем сверху. Вам нужно обратить внимание на наклон плеча и также на его длину. Если изделие растянулось, плечо нужно укоротить. У меня в этой области ничего не растянулось, оставляю как есть. Также нам нужно отметить линию талии, линию бедер и центр груди. Итак, отмечаем линию талии. Поставьте ваши пальцы таким образом, чтобы удобно было отметить линию талии. Достаточно до середины. Либо же вы можете взять метр. Также на спинке. Отмечаем линию бедер. Центр груди я отмечу за кадром, без использования белья. Почти во всех методиках построения выкройки основы талиевые выточки распределяются, основываясь на типовые фигуры. В моем случае такой вариант не подходит, поэтому все покупные изделия, как это платье, на спинке не идеально прилегают. Хоть этому платью уже 5 лет, оно изначально не идеально облегало спинку. Значит, чтобы построить более идеальную основу, чем использовалась для пошива этого платья, мне нужно подкорректировать задние талиевые выточки. В моем случае значит, что их нужно углубить. Для копирования изделия, за основу которого была взята выкройка с выточками, вам подойдет либо рельефное платье, как это, либо платье с выточками. Главное, чтобы оно хорошо на вас сидело. Углубили талиевые выточки спинки и также отметили границы выточки сверху и снизу. Также шов плеча немного смещен на спинку. Вот здесь, на сантиметр. Так что при построении выкройки я плечевой шов смещу на полочку. Для начала разрезаю платье по боковым швам. Теперь я переношу шов плеча.
Получила две детали, полочку и спинку. Полочку пока убираю, поработаю со спинкой. В моем случае это рельефное платье, но если бы это было обычное платье с выточками, то вместо рельефа моя талиевая выточка шла бы таким образом. Теперь мне нужно разрезать эту деталь по центру. Для этого определяем центр. Соединяю деталь по рельефам. Могу ориентироваться по шву, а могу ориентироваться по рельефам. Чтобы скопировать изделие с выточками, достаточно знать только, как моделируется платье с рельефами. Если вы не знаете, как это делать, посмотрите мое прошлое видео, ссылка в описании. Мы получили две половинки спинки. Буду работать с вот этой частью. Как видите, деталь волнится. Скопировать выкройку изделия с выточками, оставляя в таком виде, невозможно. Для этого я вам показала, каким образом строить рельефное платье. Я разрежу детали по этому рельефу. Если бы у вас это были не рельефы, а выточки, вам нужно было бы построить рельефы. Можно скопировать платье и не разрезая изделие, но подзаморочиться придется немного подольше. Я же для наглядности разрежу плечевое изделие на части. У нас получились детали, которые мы можем легко скопировать. Чтобы впоследствии не перепутать детали, подпишите их. Это у меня спинка, боковая часть. Это у меня спинка, центральная часть. То же самое мы делаем и с полочкой. Сначала делим деталь на две половинки и затем разрезаем деталь по рельефу. Здесь я отметила себе центр груди, буду работать с вот этой частью.
Здесь детали я разрежу по вот этой строчке, так как центр груди у меня ближе именно к этой строчке. Также подпишем. Это у меня полочка, центр. Это полочка, бок. Возвращаемся к спинке. Я буду копировать детали по изнанке. Перенесу на изнанку основные отметки. Берем малярный скотч. Для удобства малярные скотчи разной ширины. И копируем наши детали. Детали можно приложить к бумаге и обвести, но тогда будут погрешности, а я предпочитаю максимальную точность. Я уже проклеила почти всю деталь, впрочем, я уже дошла до бедер. На линии бедер и остановлюсь.
деталями спинки пока закончили. Переходим к полочке. Что ж, с полочкой повторяем все те же действия. Переносим контрольные точки и копируем деталь. Я проклеила эту деталь также до бедер. Осталась последняя деталь. В идеале эту деталь нужно было обрезать именно по вот этому шву. Это запошивочный шов, и обрезать нужно было по шву стачивания. Я разрезала детали, ориентируясь по центру груди. Но сейчас я все-таки обрежу деталь по вот этому шву, и тогда эта деталь вот в этой части не будет так волниться. А вот эти 7 мм я добавлю позже. Видите, и волн как не бывало. Идеально ровная деталь. Закончили проклеивать наши детали, сейчас мы будем переносить их на бумагу. Обратите внимание, центр спинки и боковая часть спинки. Мы будем ориентироваться по центру спинки. Эта деталь здесь должна быть ровная. Отметка талии на детали центр спинки и отметка бедер. Будем ориентироваться по ним, а также по месту соединения декольте.
Проводим линию талии. Проводим линию бедер. Линия бедер здесь слегка не совпадает. Проводила я ее, грубо говоря, на глаз. Переносим детали полочки. На полочке сразу отметим место соединения декольте. Вот здесь. Чтобы нам было почему ориентироваться. Для начала мы перенесем деталь центра, так как нам будет удобнее ориентироваться. Вот эта часть должна быть ровной. Но сразу расположите и боковую деталь полочки, ориентируясь по соединению проймы и по талии. Теперь мы видим, на какой линии будет располагаться точка соединения декольте. Проведем линии талии и линии бедер по всем нашим деталям. Далее я обведу детали, чтобы они хорошо просматривались. Дополнительно мне нужно перенести центр груди. Вот здесь. И по спинке мне нужно было увеличить раствор выточки. С каждой стороны по сантиметру. Но так как эта деталь с течением времени растянулась, видите, здесь появился изгиб, сильно отличающийся от изгиба боковой части спинки. Поэтому здесь я увеличу раствор выточки на 1,5 сантиметра, а здесь на 0,5 сантиметра. Как вы помните, с этой стороны я обрезала запашивочный шов, равный 7 мм. Добавим эти 7 мм. Сейчас для наглядности я соединю эти детали, чтобы хорошо просматривалась талиевая выточка.
Как видите, от точки центр груди просматривается маленькая нагрудная выточка. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезных и интересных видео. Экспериментируйте и будьте стильными!